Прямо сейчас проходит открытый урок по теме «Боевая пропаганда», и на него приглашаются все желающие. Это занятие можно отнести к разряду мастер-класс, потому что дают его гранды, а тема охватывает весь спектр возможной подачи и, главное, метод проведения. Надо заметить, что такой формат учебного процесса выпадает нечасто, и поэтому на него надо обратить особое внимание. Предлагаем занять места не там, где свои табуретки расставили авторы, а в стороне, чтобы видеть не только сцену, но и некоторые детали, спрятанные за кулисами. Это поможет увидеть, как по одному и тому же поводу можно создавать несколько точек зрения, часто полярных, но и то, как и зачем вообще это делают. Итак, речь идет об итогах 11-дневного открытого противостояния Израиля с Ираном. Трамп заявил о том, что он лично полностью уничтожил иранскую ядерную программу. За это потребовал срочно номинировать его на Нобелевскую премию мира, а также физики не очень элементарных частиц в области совсем не квантовой запутанности. Кроме того, гарнитуром к его красной шапочке с галстуком возжелал получить переходящее красное знамя, орден Красного Знамени и красные революционные шаровары, возможно, также сшитые из знамени. Плюс захотел, чтобы поместье Мар-а-Лаго переименовали в Ред Трамп, а возможно и Вашингтон можно переименовать в Нью-Мухо-Трампск. То, что прекрасный президент Рапунцель исполнит нечто подобное, было предсказуемо. Зато в Израиле, провозгласив победу в войне с Ираном, Биби высказал желание провести досрочные выборы, чтобы обновить свой премьерский срок. Одновременно в Иране объявили победу над Израилем, заявив, что рассадник сионизма не только повержен, но и раскаялся в своем неправедном поведении. На улицы высыпали толпы благодарных поклонников бородатого вождя, который до сих пор сидит в неизвестно каком глубоком месте. В итоге всем показали две толпы победу друг над другом и деда прекрасного Рапунцель, который победил всех, обойдя с флангов. Для полноты не хватало какой-то промежуточной позиции, которая уравновесила бы эту красочную мизансцену. И вот рано утром по Киеву и поздним вечером по штату Вашингтон появились заявления о том, что победе радоваться рано, потому что ядерная программа Ирана отброшена во времени, но не уничтожена полностью, как заявил дряхлый мальчик с золотыми волосами, и на голове тоже. На этом магический круг замкнулся, и в нем сейчас разложены все необходимые элементы, так, чтобы максимально работать на сознание там, генерируя какую-то позицию. Те, кто сталкивался с научными работами, не только заказывая их в интернетах, в курсе, что после названия темы и перечисления участников дальше идет раздел «Термины», соответствующим разъяснением смысла специальной терминологии для неотесанной профессуры. Предлагаем то же самое, и уже только это покажет, что лекторы прячут в своем рукаве. Сразу можно исключить речи гениального переговорщика, он практически не понимает то, что сам городит, как настоящий генератор случайного набора слов. Самая свободная во вселенной американская пресса сообщает о том, что якобы появился отчет военных, которые опровергают бравурные речи Трампа, потому что не все мощности трех ядерных комплексов уничтожены. Уничтожены не все места, где может обогащаться уран. Не весь обогащенный уран уничтожен, а может вообще даже не уничтожен. Иран был в 3 месяцах от создания ядерного оружия, а теперь отброшен на 6. Это основные тезисы, изложенные американской прессой. Как только мы разложили все это по пунктам, сразу стало понятно, что все эти аргументы – это простое смещение акцентов, подмена контекстов и отвлечение внимания. Если поставить простой вопрос с однозначным ответом «да» или «нет»,
то выглядит это так. Ядерная программа Ирана уничтожена? Нет. Этот ответ даже не зависит от каких-то аргументов. Они, конечно, важны, но все равно вторичны. Первичным будет ответ, выведены ли из строя ядерные реакторы Ирана. Проще говоря, как там с ударом по Бушерской АЭС. И такая постановка вопроса не случайна, потому что Израиль поставил точку на ядерной программе Ирака и Сирии путем уничтожения строящихся реакторов. Без них дальнейшее продвижение ядерной программы становится невозможным или слишком долгим. К тому же надо иметь очень крепкие связи с теми, кто, имея свои ядерные реакторы, не боится попасть под раздачу за нарушение договора о нераспространении. Хотя последнее не очевидно, потому что Московия передала Белоруссии ядерное оружие, и никаких последствий не последовало. Но такая постановка вопроса не понравится ни Израилю, ни США. И вот почему. Израиль в ходе операции в Иране мог атаковать АЭС в Бушере. И в связи с тем, что эта цель находится на поверхности Земли, то можно не сомневаться, что Цахал мог и сам справиться без какого-либо участия американцев. Но делать такое нельзя, потому что реактор рабочий, а значит будет выброс из реактора наподобие Чернобыльской АЭС. С учетом того, что Бушер находится через залив от Аравии, Катара, Бахрейна и Эмиратов, очевидно, почему такое не стали делать. Удар был бы своевременным еще до момента первой загрузки туда ядерного топлива, а как только оно оказалось внутри реактора, возможность масштабной экологической катастрофы стала естественной защитой всего объекта. Туда даже ПВО можно не ставить. Это значит, что разговоры о полном уничтожении ядерной программы Ирана некорректны по определению. Но благодарная публика об этом даже не догадывается, потому что лекторы не считают нужным сообщать всем о таких мелочах. Проблема вот в чем. Первая загрузка топлива в реактор АЭС состоялась 27 ноября 2010 года. То есть момент невозможности полного уничтожения ядерной программы Ирана наступил еще 15 лет назад. А пресса сейчас рассуждает о том, до какой степени она уничтожена, даже не произнося слово «Бушер». В контексте Израиля это выглядит как преступление, потому что без двух успешных операций, которые уничтожили реакторы в Ираке и Сирии до запуска, такое можно было списать на просчет, вызванный отсутствием опыта. Только опыт есть, но здесь его проигнорировали. Кто же этот красавец, который допустил такой жестокий промах? В то время пост премьер-министра Израиля с 31 марта 2009 года занимал некто Биньямин Нетаньяху, на котором и лежит полная ответственность за то, что он не предпринимал решительных мер для предотвращения всего того, что произошло через 15 лет. А теперь идентичный Нетаньяху примеряет на себя чалму героя-победителя Ирана и, намотав лапшу на уши своему электорату, разворачивает внимание в нужную себе сторону. Некоторые настолько увлеклись рассматриванием этой подставы, что просто упиваются решительностью Биби, который даже смог слегка прогнуть Трампа. Все это надо было делать 15 лет назад, а теперь уже не может быть речи о полной ликвидации иранской ядерной программы без смены режима на тот, который действительно откажется от создания ядерного оружия. Сейчас можно говорить только о том, насколько замедлили весь процесс. Теперь можно переходить к тем аргументам, которые показывают внутренний механизм манипуляций. Если раньше предлагали варианты однозначного ответа, то дальше можно рассуждать о том, насколько удалось нанести ущерб и, соответственно, остановить ядерную программу. Это уже не абсолютные, а сравнительные категории, что означает наличие достоверной информации в режиме «до» и «после».
Условно, если Иран имел 100 центрифуг, а уничтожил 50, то, соответственно, мощность обогащения упала наполовину. Если Иран мог выпускать 100 центрифуг в год, а после ударов может налепить десяток, то можно подсчитать, сколько понадобится времени для полного восстановления мощности обогатительных заводов. И, наконец, если известно о том, что 100 центрифуг за год могут выдать 100 кило обогащенного урана, то и здесь можно сделать обоснованные выводы. Соответственно, совокупность всех данных может выдать средний результат по времени, на которое ядерная программа Ирана отброшена назад. Также важно учитывать некоторые повышающие или понижающие коэффициенты. Например, 3 подземных комплекса действительно имеют глубокое залегание, и для того, чтобы вырубить в твердых скальных породах подходящие полости, необходимо определенное время, оборудование и усилия. Это к тому, что у Ирана есть свои секретные места, куда они все перевезли. Полностью засекретить крупные подземные сооружения практически невозможно. Тогда они не имеют той степени защищенности, как Фордо. Поэтому разворачивать там дорогостоящее и явно дефицитное оборудование рискованно. Если действительно планировать создание ядерного оружия для применения по Израилю, то боеголовок должно быть от нескольких десятков до сотни, или необходимо действующее производство для восполнения боеприпасов, потому что велика вероятность вообще не достичь какой-то цели, зато получить ядеркой в ответ. Это тоже проблема. Режим все это понимает, а с учетом того, что они не решились наносить удары непосредственно по американским активам, а не по площадям, то понимают все очень хорошо. А теперь вернемся к соотношениям. Интересно, от каких данных отталкиваются те, кто пишет «Иран был в 3 месяцах от создания ядерного оружия, а теперь в 6». До 13 июня ни один открытый источник вообще не давал конкретных сроков, и вдруг уже все знают и просчитали с точностью до месяца. С таким же успехом можно заявить о том, что Иран был в 3 днях от зачатия ядерки. Еще один момент. Штаты явно действовали не по собственному плану, а по наводке Израиля. 14 американских бомб были сброшены по точкам, которые указал Израиль. Израильские спецслужбы отвечают за сбор информации на стадии боевого планирования такого удара, и они же традиционно отвечают за сбор информации о точности ударов и полученных повреждениях в районе цели. А теперь обратимся к нашему опыту. Сколько времени требуется для расчистки завалов одного подъезда после попадания ракеты? Только через сутки-двое появляются окончательные данные о погибших и раненых. И это на поверхности, а не под землей. Повреждения, нанесенные подземным объектам, оценить за сутки или неделю невозможно в принципе. Одни из последних ударов израильской авиации были направлены на разрушение входных порталов в подземные комплексы. Так запечатали вход. Полотенцам надо сначала разобрать проходы в тоннели и только потом приступать к обследованию на глубине в десятки метров. По опыту взрывов метана в шахтах можно говорить о том, что обследование может занимать недели, а данные о результатах получит не американская пресса или военные, а израильская разведка. И только после этого в режиме обмена данными часть информации будет в распоряжении американцев. И вот если спокойно посмотреть на все манипуляции ответственных товарищей, то сразу становятся заметны приемы и очевидны цели, которые преследует какая-то сторона. Иран скрывает масштабы погрома, а если уже объявили о победе над Израилем, то никогда никому не скажут, как все на самом деле. Биби хочет уйти от ответственности за стратегическую ошибку 2010 года и явный провал политики, который стал очевидным в 2023 году. А Трампу хочется славы.
Часть команды Рапунцеля генерирует тихий бунт, пытаясь отхлестать квиточку по лепесткам нарцисса, а демократы им в этом помогут. И только израильская разведка, имея оперативную информацию о результатах операции, причем пока только частичную, тихо делает свое дело, собирая данные и стараясь не засветить источники, потому что в Иране уже запаковали более 700 израильских шпионов, из которых часть успели повесить в процессе победных восторгов. Поэтому в этом представлении можно присутствовать в качестве подопытной публики или тех, кто отслеживает сам процесс.